Убери оружие, пожалуйста! О, значит убрать, да? И как я могу быть уверена в том, что ты лол-ложка? Так, ладно. Чё это? Это ты! Да я из-за тебя! А ну иди сюда! Да ты ж знаешь, блин, я ж на пенсию чуть не вышел! Я ж тогда... Ты меня чуть жизни не лишил! Ой-ой-ой, ведомнее. Огромная черная башня, созданная для высасывания сил мироходцев, превращая их в дасков с желтыми глазами. Я бы не говорил про это место, но Лолошка сам начал. Через свое же подсознание на вопрос «Зачем ты здесь?» он сказал: первое, на значке организации такой же символ, что был на плакатах с Междумирцем. Второе, сейчас я знаю, что этим Междумирцем все это время был я сам. Это тоже правда, об этом мы узнали в сезоне «Последняя реальность». И, наконец, третье, Междумирец, то есть я, говорил, что я должен был оказаться там позже. Он говорил, что я сделал не тот выбор, что он ждал от меня другого. И вот тут... Да, я запутался. На этом моменте становится интересно, потому что мое подсознание в виде Джона начало требовать еще. Лолошка не смог ответить, и тогда Джон сказал: нет, ты еще не готов. Но к чему готов? К чему, черт возьми? Что же такого сделала Лолошка, если из далекого прошлого мы лишь сейчас, спустя месяцы и годы реального времени, складываем пазлы его настоящего и, скажу честно, какого-то пугающего будущего? Каждый год мой вопрос «Кто ты такой, Лолошка?» звучит со все большей опаской. А вообще, всем привет, дорогие друзья, с вами опять же Лолошка. Добро пожаловать в точку невозврата. Поехали! И снова всем привет, дорогие друзья, я Лолошка. Добро пожаловать в точку невозврата. Сезон, в котором мы, или даже я, боюсь времени. Нет, боюсь не в том плане, что смотрящий страшный, или мне страшно состариться, а в том плане, что я ничего не понимаю о прошлом и будущем. Напомню, на момент сезона «Голос времени» мы даже не знали, что Междумирец на плакате это и есть Лолошка, но при этом мы уже видели, что его разыскивают за много-много денег. А как вам информация, что когда мы еще не были знакомы с Акетрой, она тоже появлялась в сезоне «Голос времени» и вишенка на торте в костюме организации. Господи, что ж такое время-то, а? Как оно работает? Что я сделал такого в будущем, если меня разыскивают в прошлом? Короче, да, обязательно со всем этим разберемся, но, дамы и господа, прямо сейчас у меня 42 тысячи опыта. Откуда? Дело в том, что на Бусти вышла дополнительная серия по сезону «Точка невозврата». Это очень прикольная серия, спойлерить не буду, но некоторые фрагменты покажу. Вот такие, или даже вот такие. Напомню, что дополнительные серии не обязательны к просмотру, но если вы хотите поддержать нас финансово, поддержать команду на развитие сюжета и так далее, то милости прошу, ссылка в описании. Серия правда крутая. Так, ну а если серьезно, раз у нас появился опыт, давай, наверное, прокачаемся. Отталкиваться будем от геномов. И что у нас есть? Ну-ка, шахтерские инструменты разрушают блоки 3 на 3. Неплохо. Каждый добытый инструментом блок дает по 1 единице опыта. О, то есть я могу фармить еще быстрее. Исследования в исследовательской проходят на 50% быстрее. 30 интеллекта. Ох, нифига себе, а у меня сколько? У меня 15. Но если я прокачаю это исследование, то потом глаз алмаз. Дарует способность глаз алмаз. Подсвечивает в радиусе 5 блоков все руды сквозь стены. 50 интеллекта. Я бы и не против, но это дорого, у меня не хватит. Вы можете использовать блок листвы, тут тоже интеллект нужен. Везде нужен интеллект. Хорошее состояние. Инструменты с более чем 90% прочности имеют увеличенную скорость добычи на 30%. И тоже нужен интеллект. Да вы издеваетесь. Ладно, я прокачаю. Хотя бы до 20, окей? Все, интеллект 20 и... бам! Все, я много потратил. Мне геном, по идее, должны были дать, да? Нет? Где геном? Так, все, визуальный баг появилась. И я хочу... Даже, честно говоря, не знаю, что я хочу, потому что на все, что угодно мне не хватает. Но вот, кажется, нашел. Вы передвигаетесь не на 20%, а на 50% быстрее, если не носите броню. Я же могу эти геномы улучшать, точно. Увеличивает скорость передвижения, когда нет предметов в руке. Не, наверное, вот это, чтобы по бункеру быстрее ходить. Go. Так, и... Ты погляди, какой я быстрый! Это, если что, я не бегу, ребят. То есть, если я прямо сейчас поем... Ну-ка, консервированный суп. Еще. И теперь побежал... О, господи!
Какой я быстрый! Проблема только в том, что у меня еда закончилась, поэтому давай поготовим. Нужен вареный рис. Окей. Обалдеть, рандом. Мне надо было принести 3 вареных риса. Ну, спасибо. В итоге мне дали 6. Я понимаю, что прямо сейчас кушать мне не надо, поэтому давай-ка уберем куда-нибудь сюда. Свежий. Все, оставайся свежим, пожалуйста. А также не забываем про кормежку гусыни. Эй, гусыня, ты где? Мне нужны твои золотые яйца. О, господи! Ты куда? Гусыня, ты куда? Ты что делаешь? Ты развлекаешься или что? Стой, стой, дай я тебя покормлю. Вот, держи, держи, стой, кушать. Кушать, пожалуйста. Давай, давай, дай мне, пожалуйста, яйцо. Опа, сюда. Супер. Так, на данный момент самая острая проблема — это как раз поддержание моей искры в рабочем состоянии. Я теперь работаю на организацию, а это значит, что мне придется регулярно перемещаться. Не только по разным мирам, но и по разным веткам. И с каждым разом это становится все тяжелее и болезненнее. Это гусыня, это, блин, просто чудо какое-то. Подарок судьбы. Но судьбы ли? Но ладно, если серьезно, я не уверен, что ее волшебных яиц будет достаточно. Самое время плотно заняться изучением природы антискинта. Но, блин, а это как делать? Мне в этом никто не поможет. Можно, конечно, попробовать запросить эту информацию в качестве зарплаты от организации. Хотя нет никаких гарантий, что информация эта будет правдивой или полной. Но, да, ладно, попытаться можно. Ух ты ж, а мы вовремя покормили гусыню. У меня гниль, до свидания. Слушай, а если подумать, то ты неплохо придумал. Попросить информацию про антискин. То есть мы узнаем, из-за чего мы теряем силы. Искрящееся яйцо, наверное, одно так и быть съедим. Вот, чуть-чуть восстановилось, спасибо. И давай, наконец, узнаем, что такое антискинт. Взять. Ух, планшетик. Что нам? О, фига себе. Задание 1. Так, инструктаж. Это то, что у нас было. Во, результат 9 из 10 баллов. Номер инструктажа бла-бла-бла, умноженное на 23. Инструктор Малецкий. Инструктируемый Лололошка. Место проведения... правда, я пытаюсь выцепить какую-то информацию, но, судя по всему, можно просто на нее забить. Главное, что результат 9 из 10. Что у меня тут есть? Зарплата. Аванс. Задание 1. Так, вид задания — ликвидация выжившего. Автор задания — Сильви Блямс. О, мы можем узнать, кто дал нам задание. Координаты, по которым находится цель. Информация о цели — гусь. Просто гусь. Далее, сообщение. Вам никто не пишет. Виртуальный материализатор. Доступен только во время задания. Окей. Мой профиль. Это что такое? Номер сотрудника 993 358. Отдел исполнения решений. Стаж неизвестно. Очки организации 12. Выговоры 0. Нет, ну это аватарка. Почему у меня глаза кривые? За что? Ладно, что мне нужно-то? Аванс, зарплата? История мира Архей. Просмотрено. Ну да, это мы смотрели. А что мне делать? Вам никто не пишет. Задание. Что мне нажимать-то? Так, ладно, понятно. С зарплатой все-таки придется подождать. Значит, нужно попытаться найти информацию в другом месте. Может быть, так и быть, попробовать снова поговорить с Лаей. Как будто не лучшая идея. Но, в целом, давай попробуем. Планшет положим. Не, нельзя, понял. Тогда просто одеваемся и... Пронус! Так, Лая. Ну да, конечно. Кто бы мог подумать, что Лаи тут не окажется. Невероятно, блин. Все? Нам приходится валить. О, ноутбук появился, смотри-ка. А такого не было. Это новые предметы. То есть она продолжает сюда складировать свои, что, запасы? Какие-то бумажки появились, тапочки были, еще бумажки. Блин, может быть, все-таки... Что? Да ладно. Ой, да ладно. Все-таки у нее наконец-то что-то появилось. Гаечный пневмоключ. Воздушная канистра, манометр. Ты погляди-ка. Лая не отказалась от того, чтобы пребывать здесь, да? Она даже готовит. Ну, в целом очевидно, кушать, наверное, ей надо. Так, слушай, а может быть у тебя найдется что-нибудь...
канистра. Не, знаешь, что-то такое, чтобы я вот прям взял и своровал. Консервная банка, сложные бумажные стаканчики, кувшины. Нет, как будто все-таки ничего такого. О, взять книга. Да нет, я так не могу. Она уже все измерение своими вещами завалила. Что она постоянно читает-то? Зачем ей вообще понадобились бумажные книги? Магические способности древних архейцев? Стоп, подожди-ка. Ну-ка. Ну точно! Это же книга из библиотеки Силанхвы. Попалась, Лая. Кажется, я понял. Нам нужна библиотека. А, та самая библиотека, где мы, помните, увидели воспоминания двух эльфов. То есть она таскает книги оттуда. Кстати, да, ты погляди. А я что-то раньше и не задумывался. Тут книг полным-полно. На всякий случай проверим, что у нас здесь. Ничего нового. Ничего нового. И ничего нового. Ладно, тогда просто прописываем малус. Обязательно заряжаемся. И привет. Че смотришь? Не знаю, мне так приятно за ней наблюдать, за этой гусыней. Она такая живая, ходит, что-то бегает, иногда сама с собой резвится. Тут же на всякий пожарный проверяем компьютер. Ничего не поломано. И погнали. Библиотека Силанхвы. Как же хорошо, что хотя бы погода нормальная. Только погоди, а где библиотека-то? А, во, у меня есть значок, все, я понял, библиотека, это в ту сторону. Эй, Лая, кажется, я знаю, где ты пребываешь. Так, вот она, проводники и полупроводники. Как давно я здесь не был? Ой, что это? Что за интеракция? Использовать книга. Введение в геологию. Допустим, далее, что это? Ресурсы, обеспеченность архея в эпоху упадка. Тут тоже интеракция. Погоди, а зачем мне это? Давай тогда, наверное, что-то ненужное выкинем. Книгу берем. Драгоценные металлы архея. Полезные ископаемые и их применение в промышленности. Еще одна. История древнего архея. А подожди, а зачем мне это брать? Я же вроде как за Лаей пришел, разве нет? Физика, тут вроде ничего. Здесь тоже ничего. Эй, тут... Стоять! Стоять, ты кто такой? Назовись, быстро! Лая, это я, это же я, Ложка! Убери оружие, пожалуйста! О, значит убрать, да? И как я могу быть уверена в том, что ты Ложка? Что ты не аса в скафандре с модификатором звука или что-то подобное? Ну, Лая, ты знаешь, скафандры я снять не могу в любом случае. Зато я могу сказать тебе что-то, что знаем только мы с тобой. Ладно, попробуй. Ну, смотри, есть такая штука, как прун, а также ус. А откуда мне знать, что ты не рассказал все им? Ну, я не знаю, откуда, Лая, но я клянусь, что не рассказывал. Ты неправильно все интерпретировала в наш последний разговор. Дай мне просто все объяснить. А что же тут объяснять-то? С тобой и так все ясно. Ну, черт, ну за что мне это, Лая? Ну я на твоей стороне, ну как же ты все это время не понимаешь этого? У меня не было выбора. Я уже был у них в руках. Они бы не дали мне уйти живым, если бы я отказался. Нет. Может быть, ты сам веришь в то, что не находишься под их влиянием. Ах. Но, Ложка, по твоей речи уже видно, что они к тебе в голову пробрались. Это серьезно? Лая, это что за конспирология? У тебя уже какой-то диагноз. Тьфу, невозможно с тобой разговаривать, бывай, я пошел. Дай мне возможность доказать, что это не так. Что мне сделать, чтобы ты почувствовала себя в безопасности? Вот реально, что? Я уже, ты прунусом пользуешься. Вот что сделать? Ну, можешь выложить все, что у тебя есть при себе. В плане? В каком? Что это значит? У меня есть планшет, железная лопата. Почему ты на меня уставила пушку? Ну я же ничего не сделаю. Можешь выложить все, что у тебя есть при себе. Я не знаю, правильно ли я сейчас делаю, но допустим. Я ведь действительно все это выкину. Так. Она забрала их! Так, хорошо. Что ты меня проверяешь? Да я нормально, я тебе прунус подарил. Удивительно. Тебе даже до сих пор оружие организации не выдали. Ну да, не выдали. Лая, пожалуйста, послушай меня уже наконец.
Я понимаю, что ты напугана, потому что ты не знаешь, кому можно доверять, а кому нет. И я понимаю, что ляпнул в тот раз про протокол, не подумав о том, как это будет звучать. Но ты же меня перебила и даже не дослушала. Поверь мне. Что? Я не считаю, что всегда обязан следовать протоколам организации. Даже наоборот. Я рад был бы их нарушить при первой возможности. Может быть, помнишь ту гусыню у меня в бункере? Именно это и была моя цель. Она цель? Да, на первом задании. Ты сейчас это говоришь на полном серьезе? Ну конечно, абсолютно. Я уговорил Малецки не убивать ее и позволить мне перенести ее в бункер. Правда, это было не так уж и сложно. Гусыня, кажется, отвязана. Что? Да, от времени. Пойми, Лая, пока за мной наблюдает Малецки, не знаю, часто ли смогу такое проворачивать, но когда я вотрусь к ним в доверие и меня оставят в покое, мы могли бы... Мы? Да, мы могли бы попробовать помогать выжившим. Еще раз. Вместе. Ты правда думаешь, что я доверяю этой организации? Да даже Малецкий имеет какие-то сомнения. Я тебе серьезно. Но при этом заметила, Ложка, ты не уверен в том, что организация это чистое зло. Ты думаешь, что возможно что-то они все-таки делают правильно. Из искренних побуждений. Да, так и есть. Но прости, у меня просто нет другой информации. Послушай, Лая, я хочу тебе верить. Я вижу, что ты меня не обманываешь, но... Как я могу знать, что ты сама не заблуждаешься? А? Малецкий отличный парень, и я тоже готов ему верить. И он говорит, что тебе промыли мозги. Не кому-то там другому, тебе. А ты при этом говоришь, что мозги промывает организация. В итоге кто из вас прав, а? Ну хорошо, ладно. Скажи, ты действительно нарушил главный протокол организации и оставил в живых свою цель? Да, еще раз да. Окей, тогда информация, которой я с тобой поделюсь, не поставит тебя в большую опасность. Ты и так уже не жилец, если они узнают до твоей отвязки от времени. И кое-что даже хуже, если ты отвяжешься. Короче, Лолошка, организация обладает всей полнотой информации обо всем. Но доступ к этой информации есть только у высших чинов, как ты понимаешь. У нас не принято интересоваться тайнами организации, ведь все хоть и знают, что они есть, но проблемы, которые будут, если ты узнаешь что-то не то, настолько серьезные, что у тебя у самого не возникнет желания в это лезть. Да и, признаться честно, большая часть информации обычно не сильно интересная. Но есть кое-что, чего не знает ни один сотрудник. А я считаю, что должны знать все. Так, и что это? Подойди сюда. Так. Послушай, организация не только почищает закончившиеся ветки. Она сама решает, каким веткам закончиться, и уничтожает их. Только, пожалуйста, никогда не говори об этом. Никому. Но... Знаешь, если честно, я не особо удивлен, Лая. Я почему-то с самого начала так думал. Ну, так и если ты думал об этом, ты разве сам не понимаешь, что это ставит всю моральную систему организации под вопрос? Вся эта ерунда про естественный ход вещей. Те, кто узнает об этом, о том, что я сказала, отправляются в подвалы. Подвалы? Подожди, а ты сама-то откуда об этом узнала? Из очень надежного источника. Хорошо, тогда почему ты не в подвале? Да потому что они не знали, что у меня есть эта информация. Я смогла достаточно долго дурить их на проверках. Но это не важно. Важно то, Лолошка, что верхушка организации скрывает эту информацию от сотрудников. А сама же регулярно проводит заседания, где решает, какие ветки стереть, а какие нет. А, вот оно что. Тебе вот самому не кажется, что ни у кого не должно быть такой власти? Да, я понимаю, что стирание веток это необходимая мера, к сожалению. Но тебе опять же не кажется, что раз уж мы подписываемся на вечные страдания, на эти страшные убийства во благо, которые никогда не заканчиваются, потому что веток бесконечное количество, разве мы не имеем права знать правду, принимать участие в принятии решений? О как? Ну слушайте, вот эта секретная информация, до нее действительно можно было догадываться, но то, что нам вот так вот прям вывалили, это немного меняет мое отношение к организации. Хотя оно и так было очень шатким. О, да уж.
Знаешь, Лая, конечно, организация не права, что поступает так со своими сотрудниками, и мы обязательно что-то с этим сделаем, но, кстати... Чего? Как продвигается твой план? А, ты про это. Ладно, мне все-таки придется кое-что признать. Лолошка. Чем дольше я рассматриваю возможные варианты диверсионной деятельности против организации, тем больше... убеждаюсь в том, что ты был прав. Мы сможем добиться гораздо большего, если хотя бы один из нас будет шпионом в организации. Так что твое трудоустройство нам действительно на руку. Это неизбежно. Проблема только в том, что ты еще совсем новичок. И тебе особо никто не доверяет, понимаешь? Да и доступа в Синклит у тебя нет. Но нет. Отвязываться тебе все равно нельзя ни при каких условиях, ты же помнишь? Да, я помню, не переживай. Твой рассказ был очень... красочным. Продолжай. Ну вот и отлично. Будем пока работать с тем, что имеется. Я сделаю тебе такую же глушилку от прослушки, как и у меня. И попробуй не вызывать подозрений ни у начальства, ни у Малецки. Кстати, об этом. Ты удивил меня рассказами о сомневающемся Малецке, конечно. Возможно, нам даже представится шанс переубедить его и... Но пока что не говори ему ничего. Он испугается и... вряд ли тебя, конечно, выдаст, но доверие точно потеряет. Особенно после твоего задания, которое... Как ты вообще получил задание так рано? Кстати, я тут занималась изучением разных приспособлений для слежки и прослушки. Дай мне еще немного времени, и мы сможем приступить к конкретным действиям. Ну, хорошо. Слушай, а ты не хочешь в убежище-то вернуться? Если бы сейчас я был не я бы мог подкрасться к тебе, пока ты спала. Ой, не надо. Я, естественно, случайно заснула. Но... ладно, пожалуй, действительно лучше бы вернуться. Прихвачу с собой все эти книжки. Ага. А мои вещи ты вернешь? Ладно, без проблем. О, спасибо. И кому нужно это барахло? Ладно, я пошла. Пока. Прунус. О, впервые она использовала Прунус при мне. Даже не уходила никуда. Так, погоди, чё? У меня скафандр восстановился? У меня же было где-то 60 или 70%. Почему стало 90? Это интересно, но ладно. Давай в любом случае возвращаемся. И меня все-таки интересует, почему у меня появились какие-то книги. Точнее, почему я их мог взять. Могу ли... Так, это же... Стоп. Это же... не тот ли это бункер, в котором... черт! В котором меня чуть Кондратий не хватил! Так, ладно... Чё это? Это ты! Это же ты! Я тоже боюсь! Да я из-за тебя! А ну иди сюда! Да ты ж знаешь, блин, я ж на пенсию чуть не вышел! Я ж тогда... Ты меня чуть жизни не лишил! Да как ты посмел это? Отстань от меня, тупая птица! Отстань! Ой. Кыш! Ой, блинский! Ой, аж сердцу больно! Ой, давно так не бегал! Эй, ты! Еще раз! Ты знаешь, чем закончилась твоя маленькая выходка с револьвером, а? Я ж тогда выговор, получил! А знаешь, какую санкцию для меня придумало начальство, а? Мне пенсию отсрочили! Ты, из-за тебя, сволочь такая, я теперь должен еще неизвестно сколько километров корячиться! Ты, да ты хоть знаешь вообще, что такое пахать всю жизнь на гребаную организацию? Так, ладно. Надо успокоиться. А то еще прихлопну ушлепка. Так мне еще больше пенсию отсрочат. Ты же у нас теперь, оказывается, тоже в организации работаешь, да? Важный, видите ли, сотрудник, штурмовик, погляди-ка! Ну что молчишь, скотина? Это нифига себе. Я тебя впервые вижу. Кто ты и что ты делаешь в моем бункере? Если ты сейчас же не извинишься, будет вторая выходка с револьвером. Мужик, прости, пожалуйста. Мне правда... Да, мне стыдно. Да, я же не знал, что так получится. А еще, кстати, да, я книжку заберу, ага. Все, Это вообще сейчас тюрьма, конечно. Не такой реакции я ожидал. В смысле, продолжай. Ты меня тоже пойми. Организация неоднократно пыталась меня убить. Оцепила мое жилище. А потом прислала в моих вещах рыться.
Бла-бла-бла. Да... Что? Я понятия не имел даже, что это за организация такая и что вообще происходит. Ну правда, войди в мое положение. Да ты сейчас серьезно, что ли? Это я должен в твое положение войти? Не-не-не-не-не-не. Мужик, ты фигни-то ща не неси. Это ты войди в мое положение, в мое, блин. Я целую вечность пошу на организацию эту чертову. Я устал. Я хочу заслуженный отдых вообще-то. Мне оставалось каких-то 150 километров. Они мне еще 50 тысяч начислили. Ты себе не представляешь вообще, как я задолбался! Да, слушай, еще раз, мне правда очень жаль, мужик. Ну что я могу сделать? Я же новенький. Я попробую поговорить с начальством и взять вину на себя. Но тебе не на меня нужно быковать, а с начальством вопросы решать. Это не моя вина. Это, кстати, правда. Я-то ничего не сделал. Ну типа... В плане, как я могу не защищаться, если ко мне кто-то пришел в бункер? Фиг знает, кто это при этом. Вопросы я, конечно же, типа не захочу задавать. Очевидно, что эта организация просчиталась. Не на меня нужно быковать. Чё? Не, я не думаю, что это сработает, чувак. Но какая-то компенсация мне от тебя по любасу нужна. Я тебя так просто в покое не оставлю, не, даже не думай. Так что давай, поднапряги булки и расхлебывай то, что наворотил. Да, конечно, я это и собираюсь сделать. Ты, если что, прости меня еще раз. Да чем мне нафиг твои извинения сдались, а? Ты добейся мне отмены наказания, тогда, может быть, и поговорим. Все, давай, пошел я, у меня дела. Я сюда вообще по ошибке переместился. Не то задание, блин, открыл. Желаю тебе никогда не выйти на пенсию. Адиос! О! И его ящик тоже ушел. Капец. Да, ну и дела. Некрасиво получилось, конечно. Ну а кто ж мог знать-то? Ладно, может быть, поговорю об этом Смолецке. Возьму всю вину на себя, и, по идее, меня-то они наказать не смогут, верно? Я ведь тогда еще в организации не был, не работал. По крайней мере, надеюсь, они согласятся с этой логикой. А вообще, этот техник отвлек меня от действительно важных вещей, о которых, кстати, лучше не говорить вслух, когда в бункере прослушка. Итак, разговор с Лай навел меня на некоторые мысли. Я теперь точно знаю, что ветки уничтожает сама организация. Это, конечно, не точно, но эта версия самая правдоподобная. Но зачем она уничтожает? Интересно, что даже Лая, ярая противница организации, уверена, что это необходимо. Мне бы очень хотелось послушать версию высшего руководства на этот счет. Когда-нибудь мне удастся добраться до этой информации. А еще, кстати, Лая сказала одну интересную вещь. Она бросила это как бы невзначай, не придав этому особого значения. Но мне это кажется чрезвычайно важным. Этих веток бесконечное количество. Так а если веток действительно бесконечное количество? Что происходит с бесконечностью параллельных реальностей? Они же никуда не деваются, но организация как будто не занимается ими. Знают ли они о существовании параллельных реальностей? Могут ли они перемещаться по ним? Судя по тому, что я успел увидеть на данный момент, ответ – нет. Ну или, скорее всего, нет. Значит ли это, что в каждой реальности существует своя вневременная организация? Или не в каждой? Или эта организация — это какая-то аномалия? Ах, блин. У меня голова от всего этого пухнет. Надо срочно в Прунус. А, снова Клаи? Окей, сейчас, подожди. А что это в итоге за книжки? Так, вот это уберем, вот это уберем. Давай, наверное, на всякий случай оставим. Так, в итоге мне задание дали. Спасение ущемленных, дело рук Лолошки. Поговорить с Смолецки, добиться того, чтобы наказание было отменено. Да, из-за моих плохо обдуманных действий пострадал ни в чем не повинный сотрудник технического отдела, который скоро должен был выйти на пенсию. Я хоть и не мог поступить иначе, все равно должен помочь ему. Это мой долг, так как своими действиями я изрядно подпортил ему жизнь. Я хоть и новенький, но у меня же хорошие отношения с Смолецки, а также есть основания полагать, что я зачем-то нужен организации. Поэтому они готовы идти мне на уступки. А, ну да. Выпросим, чтобы помочь этому бедолаге. Даже не знаю зачем, но окей. Да, скафандр надеваем. Ой, стоп. Сначала надеваем. Я уже начал малус прописывать. И бам. А, стоп, какой малус, блин? Я имею в виду Прунус. Ты хочешь записать все это?
Ага, это было быстро. Так, посмотрим. О, как много информации! Отвязка от времени. Существуют ли подобные организации в параллельных реальностях? Под параллельными реальностями имеется в виду что-то типа отправления? То есть, вот смотрите, у нас есть реальность. Вот она, время, вот оно. Вот одна единственная временная точка. В этой временной точке очень много миров. Миры, много миров. А теперь помните, мы с сезона 13 огней, последняя реальность, мы в одной этой временной точке могли перемещаться между другими параллельными реальностями. И это все было одна временная ветка. И теперь Лолошка говорит о том, что якобы они могут не знать об этих параллельных ветках. Да нет, ну скорее всего знают. Хотя, блин, а что, реально могут не знать? Я просто напомню, что вот эти параллельные реальности открыл я, Лолошка. То есть об этом говорилось еще в сердце вселенной, когда кто-то мне сказал, я уже не помню кто, о том, что я открыл портал отправления. Следовательно, если я, Лолошка, открыл эти порталы, а организация не в курсе о них, может быть, она теперь в курсе, и как раз поэтому я им нужен. То есть я, конечно, не верю, что они не знают, но, наверное, какие-то сотрудники организации могут не догадываться. Вот типа Малецкий наверняка мне скажет, что не знает, но кто-то из высших чинов наверняка все знает, более чем. А, так вот, Лолошка буквально задается этим вопросом. Могут ли отвязанные от времени перемещаться между параллельными реальностями? Это правда крутой вопрос, потому что теперь я наконец могу задумываться получше, а зачем же Лолошка организации? Ладно, задумываться об этом можно много, тем не менее, Малус. Приветствую. Так, Гусыня, здорово. Давай-ка ты немного подвинешься. Нет, не подвинешься. В любом случае, скафандр снимаем, заряжаем и офигеваем. Да, мы понимаем, у нас правда есть могущественная организация, но мы также понимаем, что эта могущественная организация делится со своими сотрудниками далеко не всем. Чем выше ты по вертикальной иерархии власти, тем больше тебе доступно знаний. Нам нужно дойти до этого высшего руководства, чтобы узнать больше инфы. А пока что будем получать зарплату, авансы и так далее. На этом я буду постепенно заканчивать. Очень надеюсь, что вы не забудете поставить лайк и подписаться. Чертовски сложный сезон для понимания, это правда. Но пипец, какой же он интересный. Мне очень нравятся все вот эти штуки со временем. Нравится в этом разбираться, хоть и голова пухнет. Думаю, в будущем мы еще произнесем несколько раз. Так вот оно что! А на этом, опять же, не забывайте, пожалуйста, про лайки, про подписки, про ваши комментарии с догадками. Ну а если вы здесь впервые, то можете еще и позвать друзей. А с вами были Лолошка и... информация про подвалы, несогласных в организации и Гусыня. Всем удачи, всем пока. Пока-пока-пока-пока.